Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, на Таро хорошей кармы. Следующие ваши 72 часа. Мы посмотрим перспективы на ближайшие 3 дня. И у нас с вами будет 4 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, когда вы его открыли. Даже если оно записано много лет назад, вы на нем можете посмотреть на этом видео ваши следующие 72 часа. Такая вот в этой колоде очень красивая, яркая книжечка. Давайте доставать наши карты и их перемешаем, да? Уберу коробочку в сторону, естественно. Ой, упс, уронила сразу же все. Итак, видите, у нас рубашечка, значит, и цвет тыковки очень сильно похожи. Эту тыкву я купила сегодня в магазине продуктовом. У нас все в тыквах, они очень-очень красивые, разнообразные. Есть желтые грушевидные формы, есть зеленые, похожие на арбузы, только это тыквы такие, знаете, овальные, продолговатые. Есть вот такие полосатые тыквы, есть ярко-красные, маленькие. Вот, в общем, каких только нет. Есть огромные такие оранжевые тыквы. Итак, выкладываю карты. Ваши сегодняшние, на момент, когда смотрите, да, душевное состояние. По этой карте вы ориентируетесь, правильно ли выбираете позицию. Итак, вот наши, значит, 4 карты. И сегодня я украшать буду камушками. Вот, смотрите, вот есть черный агат. Черный. Так. Ох, укатился куда-то он у меня. Вот так сделаем. Он не любит, не стоит такой, знаете. Дальше есть родохразит. Такой родохразит. Следующий у нас дымчатый кварц. Вот первый был черный агат, а это у нас коричневый агат. Свес агата. Последняя позиция. Итак, первая, вторая, третья, четвертая позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. И также, чтобы выбрать позицию, одну из 4, вы можете использовать генератор случайных чисел. Хорошо, я убираю позиции. Ваши следующие 72 часа. Такой вот у нас черный агат. Сюда его кладу. И первая карта — ваше душевное сначала состояние. Смотрим. Итак, ну, 7 кубков, такое мечтательное, да, состояние душевное, может быть, немножечко влюбленное. Вы, наверное, не знаете, что вам выбрать в ближайшее время, да, для себя. Но в то же время и фантазируете, и мечтаете о лучшем будущем, строите, скорее всего, планы, но в то же время пока как будто бы не совсем видите, а как это все будет осуществляться, да, в жизни. То есть есть какие-то мечты, фантазии, есть какое-то желание, да, для себя, для счастья, но еще не знаю, как оно вообще будет воплощаться в жизнь. Более того, конечно, 7 кубков, она показывает очень творческих людей. То есть состояние души, творчество, да, когда хочется что-то придумать интересное, и вот уже фантазия начала набирать обороты, пошли интересные идеи, хочется этим творчеством заниматься, и человек, он может творить по этой карте. То есть вот такое вот мечтательное, влюбленное, творческое состояние. Почему влюбленное? Потому что эта карта, она очень часто показывает эйфорию влюбленных. Когда ты придаешь человеку слишком много значения, да? Когда ты начинаешь о нем воображать буквально. Ну, какой вот он, придаешь ему не те качества, которые у него на самом деле есть.
витаешь в облаках, думаешь о нем постоянно, мечтаешь о нем. То есть, если у вас есть такое состояние, значит, вот она, ваша семерка кубков. Хорошо, давайте теперь перемешаем наши карты и посмотрим, а что вас ждет в течение 72 часов ближайших. Такой небольшой расклад. Соединяйтесь со Вселенной. Так. Ну, у нас первая карта — это королева жезлов. Тут она, как всегда, с черной кошкой, такая позитивная, интересная, вся в подсолнухах. Это символ богатства и процветания. Конечно, карта может показывать общение с огненной женщиной, яркой, очень красивой, сексуальной, приятной, интересной. Ну, то есть какая-то подруга, или для мужчины это объект восхищения. Для женщины, конечно, приятельница, может быть, сотрудница по работе. Но кто-то подает тут прям вам пример, да, яркий пример. Но эта королева жезлов может и вас изображать. Особенно если вы связаны со стихией огня, или сейчас у вас внутри вот этот созидательный огонь бушует. У вас же творчество, фантазия, да, на высшем уровне. Конечно, вы хотите созидать. И, соответственно, эта карта, она показывает, что будет многое получаться, но с помощью своих трудов. И вы будете блистать, вы будете притягательны для противоположного пола, и много чего сможете успеть за 72 часа сделать такого яркого и интересного. Вот, поэтому, конечно, карта показывает самостоятельность и показывает лидерские качества. Также она говорит всегда о том, что человека уважают в обществе, и люди тянутся пообщаться, поговорить с таким человеком, навести контакт, да, такой поближе, чтобы даже просто получить лучик тепла от этой женщины замечательной и энергию богатства. Тут у нас компас у нее в виде подвески. И компас показывает направление. То есть буквально в ближайшие 72 часа вы выберете для себя какое-то хорошее направление, которое будет для вас действительно продуктивным. То есть куда вам направляться, куда идти. Сейчас вы в озадаченном состоянии, зато в ближайшие 3 дня уже будете точно знать, что вам делать и как это делать. И, соответственно, уже будете выполнять то, что вам нужно и приводит к счастью, да, приводит к реализации целей. Так, смотрим дальше. Мы видим здесь замечательную карту правосудия. Она показывает, что какой-то вопрос справедливости будет стоять в ближайшие 3 дня. Может быть спорный вопрос с кем-то, и вы будете правы. И, соответственно, этот человек признает свою неправоту. Если вы вдруг судитесь, могут какие-то подвижки быть в суде, да, то есть в судебном деле самом по себе в лучшую сторону. Но только если вы в этом деле правы. И также эта карта, она показывает часто людей принципиальных. Те, которые работают на государственных должностях, может быть, вам придется пообщаться с таким человеком в ближайшие просто 72 часа, да, идете в государственное учреждение, разговариваете с чиновником по какому-то вопросу, то есть вполне тоже это может быть. Чиновник, по сути, он будет на вашей стороне, конечно. Карта такая очень светлая в этом плане, что если вам нужна помощь, вам помогут по ней. По этой карте всегда что посеешь, что и пожнешь, да? А сеете вы благо по королеве жезлов. Ну и следующая карта у нас колесо фортуны. В жизни будет многое меняться. Или будут такие вот звоночки к переменам в лучшую сторону. Вам буквально может повезти в ближайшие 3 дня, потому что колесо означает неожиданное везение и удачу. Между прочим, вы сами даже совершенно не ожидаете, в чем вам повезет и как это будет выглядеть. По колесу все меняется. Идет смена времен года, настроения, там, не знаю, каких-то положений в обществе и материального положения. Ну и чаще всего, конечно, это все идет в лучшую сторону. То есть даже может на улице потеплеть. Более того, мы здесь видим неожиданный такой процесс поворота, да. То есть часто колесо куда-то катится, и вы можете катиться. Катиться, и при этом, когда вы куда-то поедете, да, будет неожиданно для вас, допустим, может быть поездка. Не обязательно это, не обязательно, но может быть.
И тогда эта поездка что-то поменяет в вашей жизни в лучшую сторону. Ну, вот такая у нас была первая позиция. А мы идем дальше. Мы идем к позиции номер 2. Что вас ждет в ближайшие 72 часа? Смотрим наш водохранитель. Ставим. И первая карта — это ваше душевное состояние на сегодня. Так. У нас тут 5 кубков. Кто это загрустил? Не видите своих шансов. Или не видите того, что у вас есть на самом деле, что у вас осталось. А у вас много чего осталось. Вы живы, вы дышите. Это уже хорошо. А многим сегодня так не повезло, как вам. Вы знаете, всегда есть у человека повод как для счастья, так и для горя. Даже если вы настоящий король, абсолютно здоровы, молоды, полны силы, энергии, красоты, живете во дворце, у вас есть деньги, слуги, там, не знаю, мужчины, женщины, что угодно. Вы можете найти повод для того, чтобы загрустить. Каждый из нас сталкивается с проблемами. И вот 5 кубков показывает, что вы приуныли, что вы печалитесь из-за ваших разлитых 3 кубков. Может быть, вы правда что-то разлили, разбили любимую вазу или с кем-то поругались. Может быть, сожалеете о прошлых ошибках. Но я вам честно говорю, это того не стоит. Вы просто тратите свое драгоценное время, которое никогда уже ничем не вернешь. Если вы тратите такую драгоценность, которую не купишь ни за одни деньги, на вот эту ерунду, значит, вам еще учиться и учиться. Вам нужно все-таки понять, что такое жизнь, насколько она ценна. Если вы научитесь благодарить, вы будете жить всегда счастливо. Заметьте ваши возможности и заметьте ваши плюсы. У вас ведь они еще остались. Хорошо. Давайте теперь тогда посмотрим. А что вас ждет в ближайшие 72 часа? Что же там будет такое? 3 картами будем смотреть. Куда вас поцелует Вселенная? Сейчас узнаем. Так, вышла карта 10 мечей. А вот с этой печалью пора попрощаться. Смотрите, женщина одела куртку. Куртка украшена 10 мечами. Это финал, она уходит. Вот вы знаете, бывает такое, что печалишься себе, печалишься, сожалеешь о чем-то, там, не знаю, жалеешь о прошлом или разбиваешь что-то или ломаешь. И, ну, бывает как бы сбои какие-то в жизни. А потом думаешь, да, наплевать. Вот он финиш. Ухожу от этой проблемы. Не хочу больше эту вот проблему воспринимать. Не хочу больше ею страдать. Да? Хочу теперь быть счастливым человеком. И встала, одела куртку и пошла. Вот понимаете, пошла прогуляться, может быть, подышать свежим воздухом. Пошла взять, ну, просто, как вы знаете, как символ, взять и закончить это раз и навсегда, и больше не возвращаться к этому вопросу. Вот то, что вы к какому-то вопросу, который вас печалит, больше не вернетесь, это совершенно точно. Вот это решится в ближайшие 72 часа. Может, какая-то проблема ваша решится, может быть, что-то вот такое вот, да, кардинальное, но откажетесь, и все. И больше вот этот вопрос закрыт. Может быть, гештальт закрыт, может быть, психологическая травма ваша, там, или что-то еще закрыто, вот просто закрыто, и все, отказались, ушли. Понимаете? В этом тут суть этой карты, да, что можно это все закончить, от этого избавиться, уйти от этого и разрешить эту проблему. Даже если она не решается, просто ее забыть. Вот, ну, если не решается и не можете ее решить, зачем о ней думать, да? Можно просто забыть. Не напрягать себя. Иначе вы делаете себя несчастным человеком. Хорошо, смотрим следующую карту. Тут у нас королева Пентаклей. Вот эта карта может означать, что вы пообщаетесь с очень хорошей какой-то женщиной, интересной. Возможно, она связана со стихией Земли. Или просто она такая домашняя, хозяйка, да, заботливая, может выслушать, подруга хорошая. Или для мужчины, женщины даже для серьезных отношений. В общем, поддержка будет. Вот честно говорю, поддержка будет со стороны женщины в вашу сторону. Но также эта карта показывает иногда вас. И это стабильное финансовое положение, стабильное жизненное положение. Когда ты стараешься себя уравновесить
позаботиться о других. Вот видите, тут у нас гранатами, да, украшено. Я так вижу, что это как гранаты с зернами, да. Это, между прочим, глифы Верховной Жрицы. То есть углубленные знания. Знания интуитивные, да, такие. И иногда у королевы Пентаклей тоже, естественно, бывают экстрасенсорные способности. Может быть, вы начнете больше осознавать в ближайшие 3 дня, понимать, разбираться в себе. И больше как бы полюбите себя, да. Ну, конечно, эта карта всегда поправляет финансовое положение. В доме лучше, семья относится лучше, люди не ругаются, да, там все здоровы. Это тоже, вот, я считаю, хорошо на 3 дня, да, что в доме будет спокойно. Королева Пентаклей все устроит. Вы даже можете, если вам хочется вот дома, чтобы было равновесие, даже какой-то порядок, вы вот не можете себя заставить там уборку сделать. Берите королеву Пентаклей, медитируйте на нее, вы увидите, как вы все абсолютно уберете, приберете, все сделаете, все обустроите. И как домашние вдруг станут какими-то уравновешенными. Хорошо, смотрим дальше. Следующая карта на 3 дня. О, еще одна женщина, королева кубков. А вот это уже любимая женщина, да? Ну, или женщина, вообще-то, знака воды. Там, если у нас тут Козерог, Телец, Дева, здесь у нас Рак, Рыбы или Скорпион. Вот если уже 2 женщины выпали здесь, 2, то 2 подружки точно пообщаются, понимаете? И причем какие-то психологические темы такие, да, поделиться друг с другом. Вот как будто вам, может быть, не хватало дружеского плеча или разговоров с кем-то по душам. И, естественно, этого нужно уже достичь, проявить, может быть, даже инициативу и в ближайшие 3 дня встретиться, пообщаться. Также королева кубков это может быть женщина, для мужчины любимая, для женщины это может быть знаком, что вы любимы, что вам даже могут выражать восхищение в ближайшие 3 дня вашей красотой, вашим нарядом, да, и кто-то даже может сказать о своих чувствах. Но она часто уже в стабильных отношениях каких-то. И, соответственно, любимый мужчина наконец-то скажет вам: давай поженимся. Шучу, шучу. И, наконец-то, любимый мужчина уделит внимание, да. Ну и подружки. Могут прийти подружки, пообщаться, сходить куда-то с подружками вместе. По салонам красоты, по магазинам прошвырнуться. Главное такое, вы знаете, как женское общение. Довольно приятное. Уже не так грустно. Обе красивые, обе в нарядах, там, с украшениями какими-то, да, стильные дамочки. Значит, все будет хорошо. И вы будете цвести и пахнуть в ближайшие 3 дня. А мы идем дальше. К позиции номер 3. Что вас ждет в ближайшие 72 часа? Давайте посмотрим. Наш дымчатый кварц, такой замечательный. Видите? Итак, первая карта – это ваше душевное состояние на сегодня. Туз жезлов, ну вот состояние созидания полнейшего. Жезл, он направлен вверх, это волшебная палочка здесь, в этой колоде. И, соответственно, вы тоже направлены только вверх. Вы полны сил, вы хотите что-то создавать, у вас энтузиазма полно, амбиций. Я хочу только вперед, я хочу только наверх. Вы жаждете подъема, там, не знаю, по карьерной лестнице или развития в бизнесе, или любви. Карта страсти, карта сексуального влечения. Может быть, кого-то к вам так сильно влечет, а может быть, это вы имеете к кому-то влечение. Конечно, это карта большого интереса как к жизни, так и к людям и к деньгам. Когда ты хочешь реализоваться в чем бы то ни было, ты направляешь туда всю свою огненную энергию, все свои силы и начинаешь концентрировать внимание. Так вот, если вы чего-то хотите добиться, а вы чего-то хотите, вот вы и сконцентрировали свое внимание на чем-то очень важном, одном и основном, да? Я считаю, что это прекрасно. Концентрация. Хорошие идеи, да? Человек блещет хорошими идеями. Это лучше, чем сидеть и грустить, согласитесь. Лучше воплощать свои идеи в жизнь. Поэтому начинайте. Идея есть, теперь нужны действия. Хорошо. Давайте посмотрим, а что вас ждет в ближайшие 72 часа. Вытаскиваем 3 карты, да? Первая карта.
Король мечей. Ну, какой-то мужчина, возможно, знака воздуха или с асцендентом в воздухе, пообщается с вами. Может быть, вы обратитесь к важному военному специалисту или юридическому, да, или, может быть, к врачу. Этот человек специалист в своем деле. Он вам может дать любую важную консультацию, и вы поймете, как правильно решить любой вопрос. Я не говорю, что вы заболеете. Нет, как раз-таки король мечей, он никогда не говорит о болезнях. Он говорит о разговоре. Ну, допустим, там, не знаю, что-то нужно, давно уже застоялось там, да, что-то нужно уже давно было решать. Это не то, что возникает в ближайшие 3 дня. Это то, что уже давно намечалось. То есть какая-то консультация. Также это может быть мужчина для женщины, кто к ней неровно дышит, но об этом совершенно не говорит. Скорее показывает некую холодность. Человек знака воздуха или с асцендентом в воздухе. Это весы, водолей, близнецы. Может попасться такой экземпляр. И тогда он будет вот такой вот нестандартный, интересный, общительный, может быть, именно с вами. С людьми он не такой, с людьми он более строгий. Вообще, этот человек всегда на стороне справедливости. Он любит правду. И, соответственно, эта правда должна будет восторжествовать в вашей жизни в том числе. Он может буквально добиваться правды, выводить людей на чистую воду, да. То есть вот такой вот он боевой товарищ, конечно, очень строгий. Может призывать к дисциплине. Может, это ваш начальник. В общем, какой-то мужчина с вами будет общаться. Хорошо. Смотрим следующую карту. Следующая карта у нас туз кубков. Ой, 8 кубков. Да что же я их все время путаю? Как же так? Вы знаете, вот сколько может быть... Те, кто смотрит постоянно видео, вы уже знаете, сколько раз я перепутала ахт и ас. Бывает. 8 кубков. Эта карта показывает, во-первых, прогулку, да? То есть мы видим, что в ближайшие 72 часа у вас будет, может быть, даже в одного куда-то прогулка. Побродили по городу, по улочкам, по паркам, помечтали, подумали о своих жизненных целях. Вы знаете, вот мне погулять одной, наверное, не удавалось уже, очень давно, вот прям очень. Иногда можно ждать там месяц, например. И я знаю, что хочется иногда взять, вот прям всех поставить на место и сказать: нет, я иду одна. Я иду одна, и все. Вот. И также карта 8 кубков может показывать даже уход откуда-то. То есть взяли, решили перейти на другую работу. И вот начинаете об этом думать, да, уже приняли решение или уже нашли другую работу. Вот, вот такое вот может быть. Там квартиру другую нашли, ищете себе новую квартиру для покупки или для переезда, для съема или еще что-то. И также эта карта иногда показывает дороги сами по себе. Ну, то есть, когда вы куда-то поехали, там, в командировку или за город, выбрались на выходные или что-то, какая-то поездка, может быть, да, в ближайшие 3 дня. Ну, и, конечно, карта показывает поиск своего счастья. Когда ты задумываешься, от чего я бываю счастлив, что мне нужно в этом мире, как я этого достигну. А вот предоставляйте высшим силам, Вселенной, чтобы она сама разобралась, как вы этого достигнете. Просто изъявите свое желание, как я буду счастлива, да, и все. Хорошо, смотрим следующую карту для вас. Что вас ждет в ближайшие 72 часа, смотрим. Что же там вас ждет такое интересное? Ну, конечно же, 6 жезлов, замечательная карта. Она показывает победу. Вот тут даже дамочка кубок получила. Ее наградили, она счастлива. Вот кто-то вас похвалит, может быть, скажет о ваших заслугах, скажет, какая вы молодец, да, или какой вы молодец. А бывают проблемы, с которыми давно борешься, или соревнования какие-то хочешь выиграть, или конкурсы, пройти отбор. И вот она победа. Классная карта. Карта именно говорящая, что вы наконец-то преодолеете любые препятствия и победите. Иногда это даже в любви какая-то победа, да. То есть, когда человек долго боролся за свою любовь, за отношения, и вот он, наконец, взял и полностью победил. Это здорово, это классно. Я считаю, что неплохие будут у вас 72 часа. А вы знаете, что даже за 48 часов можно полностью изменить свою жизнь.
а уж за 72 часа и подавно. Меняйте, тем более, что у вас есть замечательный туз жезлов, такой запал огня. И все кончается аж 6 жезлов. Был 1 запал, а стало 6. Конечно, то, что вы придумали, нужно срочно воплощать в жизнь, и вы выйдете победителем, у вас все получится. Ну, вот такая вот у нас 3-я позиция. А мы идем дальше. К позиции номер 4. Что вас ждет в ближайшие 72 часа? Вот такой вот срез агата. Мало ли, вдруг его еще кто не видел, да? Итак, сначала ваше душевное состояние на сегодня. А вот здесь у нас туз мечей. Он такой необычный, с глазом. Есть у него лавровый венок победителя. То есть вы себя чувствуете все-таки человеком-лидером, победителем, с амбициями, со строгостью с какой-то. У вас логичное такое мышление или логическое. Много мыслей сейчас о том, как организовать себя. Хорошая идея есть, да, как мне поступить срочно, вот уже знаю, что буду делать. И всевидящее око. Я смотрю насквозь, я вижу вас всех насквозь. То есть туз мечей, он всегда показывает такой проницательный ум. Вот вы сейчас на стороне справедливости, хотите знать правду и будете смотреть вот прям внутрь какого-нибудь, может быть, человека, чтобы точно понять, а что там, чтобы точно узнать о нем информацию. Карта, конечно, показывает, что вы можете и просто ждать письма, документов, какой-то информации ждать от кого-то известия. И, конечно, такое немножечко собранное прям состояние, чуть-чуть строгое, однако и действительно это иногда нужно нам собраться, чтобы совершить потом действия. Вы готовы к действиям. Еще не действуете, но готовы. Хорошо, давайте посмотрим, а что вас ждет в ближайшие 72 часа. Так, у нас тут прям-таки 8 жезлов. Будут активно развиваться события. Что-то неожиданное произойдет в ближайшие 72 часа. И довольно быстро, вы даже не моргнуть как будто не успеете. Могут прилететь новости, да, какие-то неожиданные новости для вас, положительные. А может быть, даже какой-то человек бросает стрелы, бьется к вам. То есть, мол, давай поговорим, пообщаемся, я хочу от тебя там добиться каких-то результатов, может быть, да, ну, по работе, например, может быть, или если в личной жизни, давай расставим точки над «и», давай поговорим по душам, или давай сделаем срочно вот это вместе, да. То есть карта может даже говорить о каких-то предложениях. Давай сделаем это вместе. Также это суетливые будут 72 часа. Вы будете много, скорее всего, там бегать или ездить по городу, решать разные дела. Может быть, там нужно с детьми что-то решить тут же по работе, тут же по домашним там вопросам. Понимаете? То есть это очень активная жизнь. Жизнь, когда ты даже вот моргаешь, и раз 72 часа уже прошли. А потом моргаешь, и уже Новый год, да? У вас очень насыщенная, яркая жизнь, поэтому вы готовы, да? Вот, может быть, вы в режиме вот этой активности давно живете. Это не та размеренная жизнь, о которой все мечтают. У вас скорее она просто летит. Моргнул, 5 лет прошло, моргнул еще 5. Вот как-то так, прям не замечаете вы этой жизни. Просто бежит, все бежит вокруг вас. Вот видите, тут же высшие силы вам подсказали, ну, давай уже осваиваем искусство медитации. Эти 15 минут, которые ты просидишь в медитации, ты, по крайней мере, заметишь. То есть 4 мечей, она тут же показала, да, что вам нужно научиться отдыхать, приходить в себя. Между прочим, вот во время медитации, когда ты медитируешь 15 минут, чувство, что ночь проспал иногда. Вот такое вот бывает. То есть настолько это полезно на самом деле. Плюс вы расправляете позвоночники, энергия вот эта кундалини, да, которая должна подниматься вверх по позвоночнику, она беспрепятственно идет. То есть вы этот позвоночник просто разблокируете. Попробуйте. Хорошо, смотрим, что еще у вас будет в ближайшие 72 часа. А тут у нас паж жезлов. Смотрите, кошеварит. Тут же и чайник, значит, и кастрюля. Все убежало, тут же суп. Вот такое чувство, что, может быть, это вы
человек, который должен все сделать одновременно. И да, придется много готовить, значит, могут быть, например, гости. Или собирается какой-то корпоратив, вас позвали на стол накрыть. Или, может быть, там ваши дети попытаются что-то приготовить, у них это все убежало, да. То есть вот какая-то прям суета такая опять же идет. Ну и освоение какого-то навыка. Может быть, вы просто чему-то будете учиться. И, соответственно, да, набивать шишки. Ну, а почему нет? Когда мы чему-то учимся, пока шишки не набьем, не научимся. Вот так обычно бывает. По пажу жезлов также могут быть новые встречи, интересные разговоры, яркое общение, улыбки, флирт. То есть это тоже не исключаем, да? Хорошо, следующая карта ваша. Следующая карта у нас двойка пентаклей. Вот видите, опять же, нужно жонглировать. Тут же собака. Нужно и пентакли держать, и собаку держать. Вот все вместе. Вы будете показывать себя. В ближайшие 72 часа вы продемонстрируете людям, может быть, на работе, может быть, дома, может, еще где-то свои лучшие качества. Вам нужно будет держать равновесие, удержать баланс, иначе все развалится, да? Конечно, это карта человека, который давно так живет, давно в этом ритме жизни, да, активном. И, соответственно, это для вас может быть нормально. Поэтому, да, вам придется балансировать, вам придется жонглировать и держать равновесие. Но вы с этим справитесь. Конечно же, двойка пентаклей часто показывает решение. То есть вам нужно будет выбрать один вариант из двух. И пусть даже это сложное решение, но выбор уже подходит, да. Вы, думаю, сделаете все правильно. Более того, часто карта может показывать, что и перед вами кто-то что-то показывает, да? Что перед вами кто-то себя демонстрирует, а вы оцениваете, стоит оно того или нет. Ну, даже хотя бы просто общаться. Ну, вот такая вот у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Всем пока и до новых встреч!